Добрый день, коллеги! Сегодня я вам расскажу про то, что такое Pavlovia и как ей пользоваться. И давайте я покажу вам, как она работает и что с ней вообще делать. Для начала, когда вы зайдете на pavlovia.org, вы идете в аккаунт, у вас будут такой вот экран и несколько вкладок. Давайте пойдем по порядку. Первая вкладка Docs. Здесь вы найдете документацию по Pavlovia, по тому, как работать с ней. Если у вас есть какие-то вопросы по экспериментам, то вы сможете зайти в соответствующую вкладку и посмотреть информацию о ней. Важно только учитывать, что это все еще развивающийся инструмент, и некоторых вопросов здесь нет. Придется их гуглить. Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь гуглить, это очень важно и очень полезно. Идем дальше. Следующая это вкладка Explore. Здесь вы увидите эксперименты других людей, других исследователей. Вы можете запустить эти эксперименты или посмотреть код, подчеркнуть что-то для себя, ну или помочь другим в сборе их данных. Далее зайдем в вкладку Store. Здесь вы увидите, скажем так, магазин, где вы сможете купить кредиты для проведения экспериментов. Один кредит равен одному испытуемому. Вот, соответственно, вы можете закупить соответствующее количество кредитов. Один кредит стоит 0,2 от фунта стерлинга. Также здесь вы можете приобрести создание вашего эксперимента в SciCompile. Вот. Далее перемещаемся на вкладку Dashboard. Это основная вкладка. Здесь будет ваш профиль. Здесь вы видите количество кредитов, которые у вас есть на данный момент. Тут, возможно, будет какая-то информация, какие-то ваши комментарии и так далее. Следующая вкладка это Experiments. Здесь вы увидите все эксперименты, которые у вас, в принципе, есть в Pavlovia. Соответственно, вы увидите сразу их статус, активны они или бездействующие, запущены в данный момент, либо на стадии пилотирования. Ну и, соответственно, вы видите количество сессий, в принципе, всю метаинформацию, которую вам нужно знать. Далее вы просто нажимаете на эксперимент, и у вас он открывается в новой вкладке. Здесь вы можете увидеть несколько, скажем так, разделов. Давайте по порядку. Вы можете изменить статус эксперимента, то есть вы можете его поставить в inactive. В данном случае вы будете просто способны редактировать его, может быть, править код, как-то еще. На стадии пилотирования вы можете просто посмотреть, как работает интерфейс вашего эксперимента, что с ним не так, что так. Можете сами его пройти, скачать данные, посмотреть, все ли с ними нормально. Ну и на стадии running вы уже можете подключить необходимое количество кредитов и, соответственно, раздавать вот этот вот URL, ссылку своим испытуемым. Ниже, если вы переключили эксперимент в статус running, у вас появится шкала с кредитами, где у вас будет написано количество доступных кредитов, зарезервированных, например, или замороженных, и количество израсходованных кредитов. Вот. Соответственно, вот вы можете двигать эту шкалу и присвоить соответствующее количество кредитов данному эксперименту. Далее, что здесь? В каком формате можно хранить результаты? Они могут быть либо в виде CSV файла и, соответственно, в формате database или Excel. И также вы можете поставить флажок на сохранение незаконченных результатов, если вдруг вам это нужно. Далее вы можете посмотреть, сколько сессий пройдено на этапе пилотирования и сколько сессий пройдено на этапе пуска уже эксперимента. И, соответственно, скачать результаты. Результаты можно скачать только для сессий running, то есть для законченных сессий. Или, в принципе, для сессий на этапе пуска, потому что на этапе пилотирования данные скачиваются сразу после прохождения. Давайте попробуем этот эксперимент на стадии пилотирования и попробуем его запустить, чтобы посмотреть, что там вообще, как работает. Нажимаем на кнопку Pilot, и у нас появляется вот такой экран. Здесь вы указываете ID испытуемого, потом имя. Далее вы видите, как постепенно загружаются материалы этого эксперимента. Соответственно, мы ждем, нажимаем ОК, у нас появляется инструкция, потом
что здесь происходит, что нужно делать. Вы читаете, нажимаете пробел и начинаете эксперимент. Вот, соответственно, вы проходите эксперимент до конца, и далее, когда вы все прошли, либо если вы на данный момент, как я, просто решили протестировать, что все нормально, вы можете нажать клавишу Escape, выйти из полноэкранного режима, еще раз Escape, у вас сразу скачиваются результаты, и, соответственно, эксперимент закрывается. Окей? И выходим. На этом все. Спасибо вам большое за внимание и желаю удачи в работе.